Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас салат с морской капустой. Морская капуста, раз она морская, то значит растет она в море, и называется она еще как ламинария. Морская капуста – это бурые водоросли, и относятся они к разряду очень полезных и диетических продуктов. Какая польза этой морской водоросли? Польза связана с содержанием в ней большого количества йода. Однако тут эффект двойственный, то есть как польза, так и вред, особенно людям, у которых имеются болезни эндокринной системы. Польза морской капусты. В самой ламинарии очень много полезных макро- и микроэлементов, витаминов. Используется капуста не только в кулинарии, а и в народной медицине, косметологии и даже в сельском хозяйстве, как удобрение. Включение капусты из моря в меню, безусловно, укрепит ваш организм. Борьба с нехваткой йода. В 100 граммах ламинарии из моря содержится 400 микрограмм йода. Каждому человеку нужно 150 микрограмм йода в день. Значит, всего-то 50 грамм капусты в день. Гулькин размер какой-то такой, скажете вы. Но даже такая дозировка уже исключит проблему нехватки йода в организме. Морская капуста отрегулирует функцию щитовидной железы и, конечно же, эндокринной системы в целом тоже. В составе ламинарии есть жирные кислоты, полиненасыщенные, они расширяют сосуды, тем самым снижая гипертензию, то есть артериальное давление. Если вы будете регулярно писать в своем меню салаты из морской капусты, салаты из морской капусты, вот тогда упадут риски того, что вас хватит удар, то есть инсульт, разобьет инфаркт, стрельнет тромбофлебит и далее по списку. Значит, это все перечисленное мною есть улучшение состояния сердечно-сосудистой системы. Капуста из моря укрепляет иммунитет, потому что в ней много витаминов и, скажем, просто природных иммуноукрепителей. Это свойство укрепления иммунитета. Ламинарий имеет в своем составе альгинат натрия, запоминать не надо, который предупреждает появление опухолей. Особенно она любит, в кавычках, их, когда эти опухоли хотят обосноваться в толстом кишечнике. Но, как говорится, хотеть не вредно, скажу вам больше, хвалить так хвалить. Полисахарид морской ламинарии, фукоидан, не дает расти клеткам злобных опухолей саркомы и карциномы. А химические элементы, ризоиды, если их выделить и получить из водорослей, даже в научном эксперименте останавливали рост и развитие рака молочной железы. Это замечательнейшие ее противоопухолевые свойства. Клетчатка ламинарии регулирует перистальтику кишечника и убирает запоры. Это у нас улучшение пищеварения. Находясь в кишечнике, ламинария как губка впитывает излишнюю жидкость вместе с имеющимися в ней шлаками, ядами и токсическими веществами. Особенно хорошо это действие при пищевых и алкогольных, не побоюсь этого слова, отравлениях. Эти свойства ламинарии называются адсорбирующие. Продукт имеет низкую калорийность. Это позволяет использовать его людям, которые постоянно у нас худеют. Из морской капусты готовят закуски, салаты, супы. Это кулинарные и диетические ее свойства. Для мужчин капуста из моря – это натуральный афродизиак, а у девушек капуста регулирует выработку эстрогена, что помогает регуляции менструального цикла. Это назовем улучшением репродуктивной функции. Морская капуста представляет из себя щелочную еду, а постоянное ее использование регулирует необходимый и естественный кислотно-щелочной баланс организма. Это поддержка щелочного, кислотно-щелочного баланса, pH-баланса. Альгинаты, которые находятся в морской капусте, выводят из организма тяжелые металлы и радионуклиды. Это противорадиационные ее свойства. Теперь, какие такие нехорошие воздействия капусты моря? Как ни странно, они связаны с, опять же, высоким содержанием йода. В связи с этим не следует ее есть, когда у вас имеются почечные заболевания, период грудного вскармливания, повышенная активность щитовидной железы, непереносимость организма к морской капусте. Обострение хронической или острая стадия заболевания
органов пищеварительной системы. Очень важно вам сказать, что даже крепко здоровому человеку надо осторожно вводить морскую капусту в рацион. Если ежедневно вводить водоросли в течение недели, то надо делать перерыв в 2 недели. Зачем так надо? Так надо, чтобы не допустить переизбытка йода, который имеет свойство накапливаться в щитовидке и приводит к проблемам с ее функцией. Консервированная морская капуста готовится с добавлением соли и воды, тогда калорийность будет 22 большие калории на 100 грамм, или с добавлением сахара в большом количестве и растительного масла, тогда калорийность ее увеличится до 120 больших калорий на 100 грамм. Когда же минимальная калорийность? Это салаты с добавкой овощей, лука, огурца, помидора, моркови, сладкого перца и заправкой из растительного масла. Наш салат будет такой, например, 4 морковки, 100 грамм ламинарий, 1 зубчик чеснока, 1 столовая ложка лимонного сока, 1 столовая ложка оливкового масла. Овощи чистим. Трем на обычное, можно на терке для корейской моркови, как вам будет угодно. Прибавляем морскую капусту, чеснок очищаем, пропускаем через пресс, затем смешиваем с овощами. Заправляем лимонным соком и растительным маслом, ну, предпочтите, конечно, оливковые. Такой витаминный салат очень хорошо сочетаем с рыбными и мясными блюдами и подходит к любому гарниру. На сегодня это все. Берегите себя, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Все будет только хорошо. Вот увидите.